А вот и мой друг Данил Денисов. Hallo Leute, Hallo Leute, sitzen bitte. sitzen Sie bitte. Wie geht's? Mir geht es sehr gut. Ich war unter Regenschirm wie ein lustiger Mensch. Aber das war gegen Sonne, nicht gegen Regen. Okay. Spielst du mich eine neue Natürlich, Oh, natürlich. okay, gehen. Fahren. Зрители меня просили снимать все, что на улице выставляют в Германии, чтобы понять, что здесь можно найти. Смотрите, что мы обнаружили с Данилом. Стоит телевизор здоровенный, написано Zumit nehmen. Чтобы забрать. Забрать с собой, да? Чтобы типа? забрать с собой, да. Смотрите, стоит ли забирать с собой, как вы думаете? А там провод целый, да? Провод целый. То есть Пульт есть и инструкция. Пульт и инструкция. пульт и инструкция. Смотрите, друзья. Короче, все. Раз мы первые это увидели, Берем, да? то мы с Данилом его забираем. Так, подожди, вот эту Недалеко не штуку берем сначала. давай. О, он, подожди, он тяжелый. Ладно. Я камеру выключаю, потому что неудобно нести. Мы занесем, потом дома включу. Так, ну что, ты его воткнул в розетку? Воткнул, в розетку воткнул. Сейчас еще надо кнопку нажать. Где у него тут кнопка, Лёва? Может, вот это прям кнопка, да? Да. Он Лёва, он уже включился. Ага. Он включился. О, смотри, по крайней мере он рабочий. Экран И в загорелся. флешке он будет. Он видит кайные антенны. Угу. Ну, было бы классно его, конечно, к компу подключить, да? А переходник какой-то можно придумать, не? Переходник с компа на такие три шнура. Да. Не? Ты думаешь, не? Я не знаю насчет этого. Правильные люди делают так. Они смотрят инструкцию, изучают, а потом начинают работать с устройством. Смотрите, что я обнаружил. У него есть все входы. Вот такая куча входов, да. И они просто находятся вон там, снизу. Вот здесь. Вот здесь вот они находятся. Их просто я не могу сейчас показать, надо наклонять телевизор. Ну, это же бомба тогда. Несмотря на то, что все выходы есть в этом телевизоре, оказалось, Подключить не удалось. пока не удается. Пробуем MacBook подключить. iPad не зашел, не коннектит. Не зашел, сказал неопознанный сигнал. Летающий объект. Да. Сигнал не удается рассмотреть. А тут какой-то диктор вещает нам про пейджеры в Ливане. Может переключить тут на второй? Ну, пощелкаем. АВИ. О, нажимаю АВИ. Ну, теперь включаю Бок, да, куда-то, да. AV2. HDMI 1. И второй давай. Второй и окей. Ну, к второму провод же не подключен, к второму. Не подключен. Так, все, подключили мы телевизор к компьютеру. Вот единственное, что удалось. получилось. Да, это к компьютеру. Смотрите, работает. Даня сейчас набирает пароль. Набрал пароль. Windows. Это просто получается огромный монитор. Ну, что-то он какой-то обрезанный, да? Надо настраивать, наверное, Картинку, чтобы расширить ее. да, как-то там, наверное. Бильденштейн. Ну, это уже можно будет сделать, если тебе нужно, потому что ты ж, скорее всего, не будешь использовать его для, да, для компьютера. У нас в городе время от времени проходят блошиные рынки. По-немецки это звучит как Flohmarkt. Сюда люди вывозят всякий хлам, я бы так сказал, который им дома не нужен, пробуют продать его здесь как-то, хотя бы за что-то. Мы хотим узнать, продаются ли здесь такие телевизоры, которые, допустим, вот мы нашли на улице. Ну да, ну пока я тут телевизоров не вижу, но в принципе бывают
разные по размеру эти флоу-маркты. Например, самый большой в нашем регионе, он находится в Кирхайме. Это за 40 километров от нас. Мы когда-то ездили туда, смотрели, там что угодно продается. Ну а здесь чуть поменьше. Я смотрю, здесь больше всякой одежды старой. Может, какие-то вещи и украшения продаются, я вот вижу. Жаль, тут надо цены спрашивать. Нельзя просто посмотреть. Какая-то техника практически новая продается. Я думаю, телевизор тоже будет продаваться. Да, интересно, Да. сколько он будет. Телевизора пока не вижу. Вот смотрите, какие интересные статуэтки всякие продаются. Старая бытовая техника. Это всегда такое есть. Часы. Может быть, даже дозиметр какой-то. Вот, по-моему, пульт от дрона продается. Фотоаппарат. Одежду можно посмотреть для себя. Вот смотри, каждый шарфик, едершаль, Мгм. 1 евро. По 1 евро. О, ну можешь выбрать себе за евро. 2 евро шапочки. Ну, шапочки никакие, я бы такие не носил. Конечно, по 2 евро. Какие были. Мгм. Вот какие-то тряпки на развес, вообще, по-моему, стаканчики, короче, хлам. Я говорю, это реальный хлам, но можно, если нужно что-то найти, то можно найти какую-то вещь, я не знаю, если вас интересует. Например, вот видите, музыкальный инструмент, да. Мы же, кстати, Ладе покупали Casio именно на блошином рынке, а это какой? Вот ноутбук. Я думаю, телевизор тоже можно сюда принести и продать. Вот это вот какой-то Да, нет. Zoltan Ага. кейборд. Ага. Ну, непонятно, хороший он или не очень хороший. Я такого не встречал раньше. Смотрите, колоночки стоят. Цены надо узнавать. И вообще они рабочие или не рабочие, тоже надо все узнавать. А, смотрите, для любителей винила. Здесь всякие пластиночки. Кто-то здесь. Смолки. Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard. Смолки есть, да? Я 11 11 евро, евро, да, 11, 19 евро, да? 6 евро. На каждой, Да, на каждой пластинке разная цена. Кофемашина здесь. Пылесос можно купить, кастрюли. Гитару можно прикупить. Ну, гитары надо смотреть. Топорики, всякие инструменты продаются. Ну, в принципе, стоит 50 евро. 50 евро за гитару, да? Человек. 50 евро, да. Ну, окей, хорошая цена. Вот, например, если нужны какие-то ключи, можно сюда прийти. Я думаю, здесь дешевле, чем новый в магазине покупать можно. В общем, цены здесь небольшие. А вот, кстати, пылесос. Помните, я вам показывал пылесос, который мы нашли, одну часть его? И Какой? вот, видишь, красный стоит. А сколько он стоит? Спроси. Wie viel kostet? Staubsauger, Ja, wie viel kostet? Preis? 20 Euro. 20? 20? 20 евро, 20 евро. Окей. О, о, вот. Arbeiten gut? Gut arbeiten. Keine Probleme. Wir haben zu Hause diese Teile. Ja, die kann man sauber machen, weißt du, kannst Ja, wegmachen. ja, ich verstehe. Ja. Окей, Дангишен. Egal, 15. 20 Euro, nicht? Хочешь Kann купить? man auch 15 Euro machen. Хочешь купить? 50 Euro? Даже за 15 тонн. Да, так купи за 15. Ну, давай купим, может. Так, мы с Ладой подумали, у нас нету пылесоса, в принципе, почему бы не купить, да, за 15 евро такую штуку с подставкой целый. Muss halt noch ein bisschen sauber machen, weißt Keine du. Nein, sicher, läuft. Hier rausmachen, guck. Ага, Auswaschen oder mit ага, Luft, weißt du. ага. Guck, die kannst du rausmachen, Oh, sauber machen. Ja, muss halt okay. sauber machen, weißt du. О, окей, Данкишен. Entweder auswaschen oder. Ja, Aha. bloß, Окей, окей. genau. Гуд. Вир немен. Ну что ж, не хотели ничего покупать, но взяли и купили пылесос. Дома будем пылесосить немножко и машину будем пылесосить. У нас этого не хватало. В общем, вот
такое дело. За 15 евро купили. Да, эта штучка мне годится, которую ты нашел на улице. Он небольшой. Может быть, конечно, он слабо дует, но... Ну, для машины пойдет. Так, Лада тут еще нашла небольшую картинку с Буддой. Ладе нравятся Будды. Хотя Лада у нас христианка, но мимо такой картинки не смогла пройти. Вот это вот стоит 5 евро, и мы решили ее купить. Просто у мамы не очень уютно, мы хотим ей немножко украсить комнатку. Я думаю, ну, другой картинки, к сожалению, нет. Я думаю, ну, это подойдет. Да? Все, забираем картинку. В общем, затарились по полной. Cheers. Фломаркт — это, в общем-то, такая неплохая себе идея подзаработать в Германии. Особенно если у вас есть машина, вы можете ездить, собирать те вещи, которые люди выставляют на улицах, а потом привозить сюда и продавать. Вот сейчас Лада пошла, узнает, сколько стоит местовое на таком фломаркте. Узнала? 9 евро метр. То есть, если у него, допустим, такая машина на 2 метра, он 20 где-то платит. Я понял. Если у тебя небольшой столик, да, ты просто за 9 евро там ставишь столик без машины, а с машиной будет 20 евро. Ну, не знаю, выгодный ли бизнес. Но, в общем, каждый для себя решает сам. Еще решили зайти в магазин, который называется Оби. Это строительный магазин, но здесь продаются цветы. Посмотрите, в горшках цветы стоят. А нас давно просят, говорят, купите маме цветов, цветочек какой-то на подоконник. И мы такие думаем, так а что бы не купить? Что бы не купить, пока мы здесь? Вот, по-моему, здесь по 5 евро. Это вообще 4 евро, смотрите. Ладе понравился вот такой цветок. Это, ну, вроде как розы, вроде как не розы. 10 евро стоит вот такой. Смотрите, как легко можно узнать, сколько стоит такой пылесос в интернете. Бэушный или новый. При помощи телефона. Вот у меня есть Google, здесь, видите, значок такой крайний возле микрофончика. Это Google объектив программка. Я нажимаю, она открывается. Вот здесь можно сфоткать. Сейчас возьму в руку удобнее. Весь не буду фоткать, хотя бы вот так часть. Хоп, фоткаем. Он, видите, как он его обнаруживает. И смотрите, поиск выдает мне OLX Украина. Продается такой, так. Какой-то AEG eBay. На eBay он продается за 80 евро. Это, наверное, бэушный тоже. Вот реально нашел я такой точно пылесос, как мы купили AEG. Видите, на сайте продается пылесос. 45 минут он может работать без провода на одной зарядке. 179 евро. Ну, 180 евро, по сути дела. Вот так стоит себе незаметненько здесь. Сейчас я его воткну в розетку. О, смотрите, погнала зарядка. Все работает. Знаете, я его попробовал, оказывается, удобная очень штука. Даже вот дома убирать просто одной рукой, без провода, ничего не цепляется, короче. У нас раньше всегда были проводные. Смотрите, ходишь себе так неспешно. О, под столом крошки поубирать, это секунда. Классная штука. За 15 евро, по-моему, очень хорошее приобретение. А еще на eBay я нашел, продается телевизор такой, как у Денисова, который мы ему принесли бесплатно. Смотрите, 75 евро стоит. Мне кажется, он точно такой же, как мы нашли. Вот, да, разъемы такие же сзади. Хотят продать за 75 евро. То есть на таком телевизоре можно заработать. Это капец. Что это? Kann ich essen? Хочу я поесть. Grüße, это, наверное, спасибо. Und Zuckerbitte. Все пишет с ошибками. Так, ну что, несем? Да, давай.
Скрывай маме. Мама не знает. Так что мы с этой запиской делаем? Проигнорим, что можем положить ее здесь. Тут можно к вам. По просьбе многочисленных ваших поклонников. Это вам. Вот. Спасибо. Нравится? Мгм. Красиво? А як вони сказали, поклонники? Сказали, что-то у мамы нету даже цветочка в квартире нигде. А, Подоконник пустой стоит. Надо тебе... Все-таки сколько раз писал и купите цветы. Вот. ой, Хотят, а чтобы як вас... вони називаються? ці Я не цвіти? знаю. Там написано должно быть, не? Посмотрим. Это поливать, это многолетние. Да я поняла. От там до телевізора. Красиво? Вижу цвета, вижу букет, а цвета не бачу. Как так? Вот этим глазом, Черно-белое все, что ли? ну не совсем, но все в дымке. Всё в М. дымке. Пелена не проходит, да? М-м. Ну, беда. Уже все черные пятна ушли, Мгм. есть только так редко. Точечки, да? Мгм, точечки есть, а черные пятна все ушли. А, Это самая пелена осталась. а что ж такое? А я же не знаю. А что тут это. глаз лучше намного, да, смотрит? Ну, да, этот улучшился этот, потому что я ж сюда Капало, да? И, наверное, повлияло на этот глаз. Что-то тут не так с этим. Что-то они все-таки там на Ну пойдем в следующий раз им расскажем, что там такое. Смотрите, еще мы вам купили картину. Где вам ее повесить? Я думал, Как там вы над столом. считаете? Вот здесь вот? Да, да, само Хорошо то. смотрится? Или возле кровати? Мне, мне кажется, вот тут здесь. Вот здесь, да? Мгм. Хорошо? Сейчас Виталий повесит. Окей. Еще такая проблема, Ольга Лукитична. Опять записка висит. То есть вчера была записка, сегодня ваш сосед А что вы все просто? Самуэль. Ну, то же самое. То есть... Просит еды и сахара в придачу. Он теперь уже говорит, что ему надо. Короче, мы Конкретно. будем его игнорировать. Очень много комментариев, где люди просто пишут, вы можете помочь раз, вы можете помочь 2, даже 10 раз. Но на постоянной основе это наглостью. То есть человек молодой, здоровый должен работать, а не у больной женщины ходить и просить. В общем, люди были очень сильно возмущены, поэтому слушаемся. Так, вот здесь вешаем, да? Да. Главное не попасть в провод. Тут где-то могут идти провода. Розетки нету. Тут гипсокартон. Ровнушка. Ну вот отсюда покажи. Прекрасно. Все, мам, у тебя новый алтарь появился. Спасибо. Будда в Германии очень популярен. На втором месте после Иисуса Христа. Христос во всех церквях, а Будда во всех магазинах. В общем, Ольга Лукинична, Будда это хорошо. Будете медитировать? Станете святой. Мы сейчас находимся в городе, который называется Мемминген. Стоим на платформе, ожидаем поезда, который сейчас будет отправляться на Мюнхен. И мы видим здесь людей, которые спешат на Октоберфест. Я думаю, не все, многие по работе едут, но многие едут и туда. Ну что ж, мы приехали в Мюнхен, вышли на вокзале из поезда, и с нами я вижу очень много людей, которые в национальных немецких одеждах, они тоже идут на Октоберфест. Сегодня понедельник, и мы даже спросили у людей, которые с нами ехали,
почему они едут именно в понедельник, а не в воскресенье, не в субботу. И они сказали, что сегодня лучше, сегодня будет меньше людей, больше места, аттракционы будут свободны. В общем, сегодня гораздо лучше, потому что в воскресенье там вообще не протолкнуться. Сразу из метро мы вместе с толпой, таких же как мы, желающих попасть на фестиваль, вышли. И прям нас тут направляют. Везде стоят такие вот люди в специальных одеждах, в спецодежде. Не полицейские, а вот такие вот люди направляющие. И прям показывают, куда идти дальше. Если мы хотим попасть на Терезиновизе, так называемый луг Терезы, на котором происходит фестиваль. Нам с Ладой, в принципе, хотелось, в общем-то, немножко сначала прогуляться по Мюнхену, посмотреть на красоту, а потом уже идти на фестиваль. А фестиваль туда, да? Так что мы пошли как бы немножко в другом направлении, все идут теперь уже навстречу нам. Ну, мы сейчас 2 минуты здесь осмотримся, а уже потом рванем туда, потому что там просто поле, палатки, аттракционы, пиво и всякое такое. А город тоже интересно посмотреть. И показать вам, вот группы людей идут сейчас на фестиваль праздновать, да. Иногда они бегут. Есть видео в интернете, когда люди просто бегут. Занимать места за столами. Да, пришли к какому-то собору. Здесь раньше мы с Ладой не были, хотя в Мюнхен приезжали. Хотя, может быть, и заходили с другой стороны. Очень интересно. Какой-то фонтанчик с памятником. В общем, мы, наверное, все-таки заглянем сначала на Октоберфест. Там посмотрим, что там происходит. А потом снова вернемся в город и пройдемся по его улицам. Очень серьезно охраняется этот фестиваль, для того, чтобы не было никаких терактов. Внимательно смотрят, кто заходит. Ну, правда, никого не ощупывают, не проверяют. Может быть, там, на самом входе, будет еще проверка. Может, нас заставят показать рюкзак, что мы там несем. Ja? Deine Tasche leider zu groß. Groß? Da abgeben, ne? Ich muss... Genau, ja, da abgeben. Hier, white tent. Окей. Окей, dankeschön. Короче, нам сказали, у нас слишком большой рюкзак, и мы должны его оставить там, где-то там оставить. В общем, тут такая камера хранения, в которой люди сдают свои вещи за 5 евро. А спроси, 5 евро час или 5 евро сколько? Целый день? Nein, the whole day until midnight. That's your number? Ага, Ганстаг, я? У тебя осталась бумажка, да? Да. Окей, номер 0076. Смотри, 76 наш рюкзак. не потеряй. Все, теперь мы можем заходить. Вот посмотрите, целый автобус с бабушками и инвалидами приехал сюда на Октоберфест. Их выгружают, здесь они идут, им помогают добраться. То есть сюда приезжают люди на инвалидных колясках. Даже для стариков это интересный фестиваль. Вот смотрите, обыскивают. Какая-то группа молодых людей, подозрительная показалась этим вот людям, которые рассказывают, как проходить. И они остановили их и решили общупать. Возможно, нас тоже сейчас будут общупывать, не знаю. Проходим. Hallo. У Лады посмотрели сумочку, и мы... Воду и яблоко и отпустили. Да, посмотрели, что там вода и яблоко, и отпустили. Все, друзья, мы зашли на Октоберфест. Вот вывеска висит. Октоберфест. Ура! Ух ты! Тут такие павильоны стоят. Я думал, тут будет просто поле какое-то. Честно говоря, вообще я не представлял, куда мы идем. Ну, все, что я знал про Октоберфест, это то, что здесь пиво, песни, национальные одежды, вот эти вот платья, которые называются дриндель. И, короче, немцы веселятся. Вот это все, что я знал. А теперь будем узнавать что-нибудь новое. Я вижу там куча аттракционов, даже вот колесо обозрения в конце есть. Наверное, здесь можно потратить немало денег. Сразу запах сосисок. Вот
Currywurst, это немецкие сосиски классические. Здесь уже продаются, но пока очереди нету, никто пока не покупает, потому что все еще пришли с утра не голодные. Одно из интересных зрелищ — это девушки в этих дринделях, в этих национальных одеждах. И, ну и мужчины тоже, вот посмотрите, какой-то дядя рассказывает, экскурсовод, по всей видимости, у него, он на английском рассказывает. Да, костюмчик у него такой, шикарно, интересно, мне уже нравится, друзья. Еще и солнышко вышло. Сегодня обещали дожди, мы думали даже ехать, не ехать, потому что погода не очень. Посмотрите, нам везет. Да, а вчера, кстати, в воскресенье мы даже не могли уехать из своего города. У нас там какие-то по выходным дням работы на железной дороге проводятся. И к нашему городу поезда по выходным не подходят, только на автобусе. И из-за этого мы решили поехать в понедельник и не прогадали. Вот смотрите, продаются национальные головные уборы здесь, футболки. И я смотрю, цена написана по 16 евро, 18 евро, 15 евро, 24 евро футболки. Какие-то сувениры, чашечки здесь продаются. Можно на память себе что-нибудь купить. Шляпку с пером будешь носить? Не-не, это сейчас будет просто нам мешать в руках. Поэтому, может быть, в конце... Смотри, туда улица пошла просто вот с какими-то инсталляциями. Да, это... Мне кажется, вот эти вот вещи, их здесь в обычный месяц, так скажем, нету. Это вот только когда происходит фестиваль. А фестиваль происходит с середины сентября по начало октября. А называется Октоберфест. Хотя большая часть его происходит именно в сентябре. Но это не важно, важна суть. Мы вообще с Ладой, ну, как бы не часто бываем на каких-то фестивалях. Для нас это такое, ну, массовые мероприятия обычно утомляют. Но когда попадаешь в такую атмосферу праздничную, то сразу забываешь об этом. Такой, о, классно, смотри, движуха. А детей, правда, мало, очень мало, но это же пивной праздник. А, вот шляпки, возможно, подешевле. Ладось, тут можно, ох, не подешевле, 35 евро. Большая. Это большая на тебя шляпа, и она мужская, по-моему. А почему ты без пера выбрала? Большая. Вот эта красненькая будет как раз на тебя. Большая. Маленькая у меня голова, мозгов нет. О, это тебе идет. И под цвет красиво костюмчик. Не, она высокая. Высокая сильно, да. Ладно, я думаю, впереди нас ждет еще очень много всяких шляп. Мы их рассмотрим. Ой, что это? Это уже человек валяется, уже напился пива. Вас пассирт. Он, наверное, со вчерашнего дня еще. А, он, наверное, тут ночевал. Кстати, мы в поезде спросили у людей, которые явно ехали на фестиваль, ну, они были в национальных одеждах, вы едете одним днем или как-то остаетесь здесь? Они сказали, да, вечером будем уже ехать назад. А вот люди с особенностями развития, так называемые, посмотрите, тоже приехали повеселиться здесь. Позируют сейчас на камеру. Пока мы видим просто движение людей куда-то вглубь. Ни музыки, ни пьяных, ни танцев еще нету. Только началось. С 10 часов утра открывается территория фестиваля. Сейчас мы свернули на боковую улицу, и здесь такой детский уголок, развлечения для маленьких детей. Видите, всякие паровозики. Ну и рестораны тут есть тоже для взрослых. И, кстати, пахнет очень так ванильно. Я не знаю, что они там готовят. Монстры такие. Давайте начнем с вот этого монстра. Вау.
Какое стращище. Окровавленные головы здесь. Скелеты какие-то. Так, и сколько стоит покататься здесь, или как это называется? А вот какой-то козлорогий сатана. Взрослый 9 евро, а ребенок 6. 2,5 часа мы ехали сюда на поезде. Не так-то и далеко, в принципе, нормально. Можно хоть каждый день ездить, если... Ну да, было такое время, я ездил в Киеве на работу, из Ирпеня в Киев на левый берег. 2,5 часа дорога у меня занимала только в одну сторону, представьте, с 2 пересадками. А здесь я из Гайслингена, из земли Баден-Вюртемберг в Баварию, Мюнхен приехал за 2,5 часа. Очень комфортно. И за Deutsche Ticket. Да, и за проездные наши, за Deutschland тикеты. А вообще, друзья, тут есть очень серьезные аттракционы, я бы сказал, даже опасные. Смотрите, какие громадины стоят, как высокоэтажные дома. И повсюду, там возникают такие, это какая-то карусель страшная, как ветряк. А вот это Альпина Бан написано. Это какие-то американские горки или немецкие горки. Но пока никто не катается. Хотелось бы увидеть, как они там летают. В общем, мы, наверное, рановато зашли. Здесь еще все только начинается, но думаю, мы еще увидим. А вот уже работающая комната страха. Чудища какие. А вот здесь немцы с удовольствием фоткаются, потому что здесь такая кабинка, в которой написано Октоберфест. Видите, сердечко, и они здесь становятся и делают фотки на память. Все эти женщины в дринделях. Ну, немцы веселый народ, я вам скажу. Любят веселиться и умеют веселиться, развлекаться. А вот этот аттракцион, он стоит 12,50 с человека. Это какие-то горки под названием Мюнхен. А вот интересный пивной бар «Карусель». Посмотрите, люди стоят на карусели, там барчик такой, и вращается эта платформа, она крутится вот так. И, по-моему, пиво здесь стоит 6,80. 1, 2, 3, I don't know who else to be. 4, 5, 6, like they say I can't be fixed. 1, 2, 3, your attention's all I need. 4, 5, 6, don't let it slip. Посмотрите, какое быстрое колесо обозрения. Крутится прям очень быстро. Обычно они так медленно себе продвигаются. Это, летает. И знаете, сколько стоит взрослому человеку покататься? 10 евро. Ребенок стоит 4 евро. Аттракцион «Башня» стоит для взрослых 8 евро, для детей 6 евро. Высоченная башня «Карусель» выше, чем Эйфелева, точно. Я так понял, вот это вот одна из пивных палаток, если можно так сказать. Это один из пивных павильонов, куда люди спешат обычно по утрам, чтобы быстренько зайти и напиться здесь. Так, здесь тоже охрана на входе. Мы сейчас зайдем, узнаем, сколько стоит пиво в таком павильоне, что происходит вообще здесь. Ага, вот так вот здесь, смотрите. Стоят столы. Вот куда бежали люди. Вот сюда, да. Ага, ясно. Я уже видел это когда-то на видео, я просто не понимал, где это. А смотри, их плотненько рассаживают. Здесь уже все занято, а здесь еще свободно. Почему они так плотно садятся? Наверное, им кто-то указывает, где сесть. Но вообще, честно говоря, не очень уютно. Смотрите, как близко стоят лавочки друг к другу. Прям спина к спине. И ты в такой толпе сидишь, бухаешь это пиво. Я заметила на всех фестивалях у них вот так. Я не знаю, мы как бы привыкли более к уютной обстановке. Как для меня это не очень, комфортно. Да, мне тоже не очень нравится. Но потолок оригинальный, да, сводчатый потолок с какими-то люстрами. Не знаю, в чем тут кайф вообще. Может быть, здесь это, что-то происходит особенное такое, кроме пива.
Может, еще не началось? Я не знаю. Я так думаю, что здесь музыканты, вон там вот в этом. Ага, да, на прямо, сцене. Там, Там... я вижу там какая-то сцена. Скорее всего, там музыка. И это как музыкальный бар, возможно. Вот это уже, да, это уже более понятно. Это как бы типа концерт одновременно. А сколько стоит пиво, давай узнаем. Мы поговорили с девушкой и выяснили, что здесь 1 литр пива стоит 15 евро. 15 евро. Видите, с каких они больших кружек пьют? 15 евро за пиво. Это очень дорого. Я не понимаю, может быть какое-то особенное пиво. На самом деле вот в нашем бир-парке там в Гайслингене у нас это стоило по 3,80. Пол-литра. То есть литр стоил бы у нас около 8 евро. 7,60. Ровно в 2 раза. А это ровно в 2 раза дороже. То есть надо быть готовым к тому, что приехав сюда, в Мюнхен, на Октоберфест, вы будете пить пиво в 2 раза дороже, чем оно везде продается. Я уже не говорю про супермаркеты, в которых можно купить пиво за 50 центов пол-литра. И тем не менее люди бегут на Прям бегут, да. перегонки. Ну, в общем-то... При открытии бегут для того, чтобы занять места. Вообще, честно говоря, 1 литра пива вполне достаточно, особенно на голодный желудок, чтобы ты уже такой бац и все, счастливый, дальше больше как бы не надо, но люди, видимо, пьют гораздо больше. Как говорится, я вообще не пью, но вот тот, который после первой кружки пива, вот он бухает, так бухает. Так, кони, все фоткают коней. Вот это все огромные пивные павильоны. Эти вообще под двухэтажные какие-то. Так, это какое-то древнее пиво. Смотрите, 157 лет этому бренду, наверное. Здесь экскурсия. Я думаю, это национальное пиво, это чисто немецкое национальное. Да-да. Испанцы танцуют, немцы пьют пиво. Да, это точно. Смотрите, мы зашли в другой павильон. Он построен по такому же принципу. Столы. Да, И там вдали сцена. Ага. Сейчас будет концерт, наверное. Смотрите, какой украшенный зал. Люди рассаживаются. Здесь есть еще дополнительное меню какое-то. Ну, в общем, это ресторан. 14,95 ohne Trinkgeld. А вас passiert noch? Musikant spielen, ja? Ja, ich schätze mal so, spätestens um 12 fangen sie an zu spielen, ja. Minimal Bokal 1 Liter, ja? Ja, ja. Oder was anderes zu trinken. Meine Frau... Oder Apfelschorle, oder Wasser, oder Spezi. Ah, ja. Du kannst alles bestellen, gar kein Problem. Andere essen auch. Ja. Ja? Du musst nicht Bier bestellen. Du musst nicht. Ja, okay, danke schön. Gar kein Problem. Viel Spaß. Мы зашли еще в один павильон, узнали, сколько стоит пиво, и нам сказали, здесь уже дешевле на 1 цент. 14 евро 99 центов. Поэтому будут больше людей. Шутка. На самом деле для немцев цент ничего не значит. По 15 евро здесь литр пива, везде, наверное, такая цена. Но, кстати, насчет 1 цента вспомнил историю. Я недавно покупал в Реве что-то такое. И тоже мне должны были дать сдачу 1 цент. Я говорю, найн, не надо. И мне женщина, кассирша, сказала, найн, возьми. И сказала, майне опа закт. Моя бабушка говорила, и что-то какую-то пословицу мне выдала. Я так понимаю, что типа копейка рубль бережет или что-то такое. Поэтому 1 цент это деньги. Мы с Ладой поняли, что эти лошади здесь не для того, чтобы кого-то катать, а для того, чтобы представлять пивной бренд. Вот они напротив своего павильона стоят, видите, вот их павильон, все подходят, их фотографируют.
Так что это своеобразная визитная карточка, живая такая. И вообще мы выяснили, почему там как бы вроде много свободных столиков, но люди садятся кучно очень. Мы спросили, девушка сказала, что большинство столиков зарезервированы уже на вторую половину дня, да? Да, да, да. И поэтому туда не пускают, и мы садимся. Есть немножко мест рядом с музыкантами, но очень мало, но есть. И мы еще можем, она сказала, вы можете еще занять, в принципе. Поэтому, наверное, люди так И бегут, да, занимать иногда. места. Но пока мы не стремимся где-нибудь присесть, мы не знаем, если мы сейчас выпьем пиво, наша экскурсия может на этом обломиться. Литр пива это вам все-таки не шутка. А здесь минимум литр пива продают. Меньше нет. Нет, никак. она сказала, вы можете не обязательно пить пиво, вы можете пить сок, можете есть что-то, не обязательно пить. Ну, как бы, а зачем тогда идти? Ну, еще осталось выяснить, какая цена на сосиски немецкие. Здесь, например, вот на улице цены 6, 7, 9, 6. Какие они здесь? Вот эти. Вот это, смотрите, стейк по 7 евро, а эти сосисочки по 6. Я так понимаю. Красные и белые, там ротенвайс. В общем-то, неплохая цена. Может там съесть по сосисочке. Или нет? Или без пива не покатит? Даже не знаем, друзья. Все хочется съесть. И пивка хочется попить, но день только начался. Знаете, как глоток пива с утра – это шаг в неизвестность. Поэтому мы предпочитаем пока еще как бы контролировать себя и наши съемки. Нам вечером возвращаться домой. Мы не хотим потерять этот день. Завтра уже будет плохая погода. Завтра у нас уже не будет времени мне ехать к зубному врачу. Поэтому нужно использовать этот день максимально. Посмотреть и не вывести себя из строя случайным бокалом пива. Я думаю, мы еще пойдем посмотрим центр города, очень красивый. Там найдем уютную кафешку. И я думаю, не хуже, чем здесь. Посидим и немножко перекусим. Окей, отличный Можно план. будет и пиво, может быть. Лада спрашивает, пошел бы ей такой фасончик. Вот посмотрите, девушки идут целой вереницей в таких красивых платьях немецкой. Как вы думаете, Ладе пошло бы? Пишите в комментариях. И вообще подписывайтесь на наш канал, прописывайтесь на нашем канале, будете жить с нами в настоящем моменте. You say that something's got to give. You say it's one way to live. Yet you sit and wait for better days. I think we must push through the gray. Мы вышли с территории фестиваля, отошли немножко в сторону центральных улиц и стоим здесь, уже наблюдаем бесконечный поток посетителей. Смотрите, люди идут, и идут, и идут. Причем идут со всех сторон туда, в сторону входа центрального на фестиваль. И это только с одной стороны они идут. Посмотрите, там просто сплошной поток, сплошной. Вот посмотрите, где продаются эти шорты. Знаете, сколько стоит? 129 евро сейчас. 130 евро. А перечеркнуто было 300 евро. А сколько платьечко стоит, Лад? А, по 20 евро эти платьечка. Сколько? 289 евро, а было 369. Ничего себе цены, а? Вот это вам и дриндель. Попробуй нарядись. Здесь есть подешевле, конечно, по 60 евро, которые стоили
по 149, по 150, сейчас они по 60. Я так понимаю, это просто последние дни уже фестиваля, поэтому как бы скидки. Ну вот мы на метро приехали на Мариниенплац, это одна из центральных площадей. Здесь, по-моему, самая центральная в Мюнхене. Смотрите, сколько людей сегодня здесь. Просто очень много. Мы в прошлый раз были, по-моему, либо осенью, либо зимой. Было не столько людей, было гораздо меньше. А, мы перед Рождеством приезжали с тобой, да? И я помню вот это вот здание, древнее, готическое, красивое. Мы его снимали тогда, но эта площадь была пустая. А сейчас, смотрите, я вспомнил, тогда как раз... Нет, тогда как раз закончилась рождественская ярмарка и разбирали палатки. А сейчас здесь все с Октоберфест, люди нарядные. Вот такой рикша тут стоит. Интересно, сколько стоит покататься на рикше. Вот ресторанчик. Люди пьют что-то. Но здесь не пивной ресторанчик. Здесь люди не столько пива пьют, сколько остальное что-то. Все, не дождалась, Лада. Дяденька так и не сказал. А, и он объясняет им, да? Ну ладно. Без цены. Без цены. Но вот это здание, это, конечно, произведение искусства. Это вообще шикарное. Смотрите, сколько разных деталей, мелочей, скульптур. Сегодня сплошные туристы, все что-то снимают. Все с фотоаппаратами селфятся, снимают эти красивые здания. А потом эта вся толпа ринется туда, где продают пиво. Ну, мы с Ладой немножко здесь походим по центру и будем искать кафе, в котором можно немножко перекусить. Мы с утра ничего не ели, встали на поезд, который уходил в 7:40, попили чаю немножко с конфетками и поехали. Мы ничего не ели сегодня, надо бы что-то съесть. И мы не стали это делать там, ну, мы уже рассказывали, потому что там, во-первых, дорого. А во-вторых, там минимум нужно выпить литр пива. Посмотрите, сколько людей сидит в ресторанчиках. Ладно, ты говорила, здесь будет проще найти место свободное. Нет, здесь, наверное, будет еще сложнее. Вообще не протолкнуться по этой улице. Хочется зайти во двор, посмотреть, что там. Кажется, там ресторан, может быть, отель. Люди заходят. В прошлый раз мы не бывали здесь. Даже интересно. Это двор-колодец. И здесь находится ресторан. Это явно чей-то дворец был. Туда нет прохода, видишь? Написано нет прохода. Смотри, как аристократично здесь, да? Сидят такие себе солидные, в основном дяденьки и тетеньки. Смотрится очень уютно. Угу. Вот тут бы посидеть, поесть. Я думаю, здесь не очень дешево. Думаю, да.
Ты знаешь, у меня возникает подозрение, что там на Октоберфест мы могли более свободно поесть. Особенно рядом, мы когда с тобой отошли немножко от территории фестиваля, там были кафе, в которых было немного людей. Упустили свой шанс. Да, Свой упустили шанс. свой шанс поесть без толпы. Смотрите, что творится здесь. Это полный аншлаг. Сегодня у них сборы в ресторанах, ну супер. Несмотря на то, что сегодня понедельник. Понедельник, друзья, напоминаем, рабочий день, по сути дела. 23 октября. Вот еще магазин, в котором продаются вот эти вот национальные одежды. Ледерхозе, Дриндели. И цены есть. Давайте рассмотрим. Смотрите, такая жакеточка стоит 349 евро. А вот такая шляпа тоже 349, то есть 350. Пиджак стоит 379 евро. Так, шорты кожаные стоят 239 евро. Так, а женские аксессуары, они же отдельно продаются. Сумочка за 40 евро, юбочка стоит 220 евро. Это платье. А это платье 220, да? Кофточка стоит 50 евро. И еще, что это? 50 евро кофточка, 59,95. И вот эта вязаная. А, вязаная 50, накидка. да, 50 шорты евро. стоят 149 для Это женщин. женские кожаные шортики, смотрите, И ремешочек, 149. я так понимаю, да, стоит 40. 40 евро ремень только стоит. Шапочка 250 евро, опять же, как и мужская, стоит дорого. Кофточка 80 евро. Не, друзья, одеваться как Вот немцы, это платье вообще 300 евро. одеваться как немцы — это разорение. Мы заметили русскоязычных девушек, которые сидят там вот на парапете и поедают какие-то бургеры. Мы посмотрели, осмотрелись и поняли, что они купили это где-то здесь. В конце концов мы нашли, где нам перекусить. Как обычно, забились в какие-то переулки, нашли дешевое кафе. Условно скажем, дешевое. Dankeschön. И смотрите, что мы взяли. Мы взяли 2 чая и 2 больших гамбургера с мясом. Смотрите, какой. Нам их разогрели. Мне кажется, мы с тобой опять переборщили, мы не съедим. Или ты съешь? Очень большой, да. Ну, возьмем с собой. Вместе все это стоило 21 евро. Мы даже не знаем по отдельности, сколько этот гамбургер стоит. Попробуй. 10 евро чай с этим. В принципе, 7, наверное, и 3. Угу. Или 8, или и 2, да? Как-нибудь так. Потому что чай не может 3 евро стоить. Хотя в Мюнхене может. Попробуешь? Я боюсь. Давай ты попробуй сначала, а потом я. Смотрите, друзья, какой он огромный. Тут еще есть какой-то лист капустный, помидор лежит, лучок. Круто. У меня чуть рот не порвался, он так открывать. Ну это говядина, мясо говядина. Мы спрашивали, какое мясо. В общем-то и пахнет хорошо, и вкусно. То, что нужно. Ты доволен? Да, жаль только без пива. Мы приехали в Мюнхен на пивной фестиваль и не попробовали пиво, получается. Мы это исправим. Ну мы можем, да. Мы еще можем и пивком сверху залить. Но пока чай. Все, мы нагулялись уже по Мюнхену и все. Уезжаем. Сейчас выходим из метро на вокзале. Надо найти быстренько 27-ю платформу, и наш поезд снова отправляется. 2,5 часа в дороге, и мы будем дома.